Большое спасибо, было очень вкусно. С Новым годом, с новым счастьем. Сегодня первый день 2022 года. Где-то больше, где-то меньше, но все где-то как-то после того, как. То есть после праздника чревоугодия, может быть, не самого, что ни на есть, легко усвояемого и перевариваемого. Плюс наверняка кто-то еще и после возлияний в той или иной степени. И что требует счастливый, но слегка травмированный организм в этом случае? У всех, конечно, по-разному. Но, кажется, будет очень к месту старый, добрый бульончик из курочки, да не простой, а золотой. А почему золотой? Да вот почему. Бульон чудодейственный, помогающий организму быстро восстановиться. О чем речь? А речь о хильбе. То есть пажитники с сенум или греческом, есть еще и известный родственник, голубой пажитник. Но я не думаю, что уместно заострять внимание на ботанике и различиях. То есть проще остановиться на принятом в наших широтах определении хильбе. И вот теперь как раз то, ради чего и снят этот ролик. Передо мной пажитник греческий или сеной, вот. Или шамбала, или фенугрек, или хельбе, так его называют в арабских странах и, соответственно, и в Израиле тоже, используется в разных культурах с незапамятных времен для разных недугов и расстройствах пищеварительного тракта в том числе. Про высокое содержание эстрогена, может, мне и не стоит, конечно, упоминать, но все же скажу. Специально для серьезных мужчин с переизбытком тестостерона. Это очень важная информация, между прочим. Плюс очень богат белком. В общем, чудо, а не специя. Есть еще много что рассказывать, есть еще куча всяких научных и псевдонаучных описаний. Остановимся на том, что есть. Безусловно, есть и противопоказания, говорят, запах от тела после продолжительного употребления особенный. Я как-то не замечал. Думаю, дальше рассказывать о чудесных свойствах хельбе не слишком уместно. Ну, а если что, то доктор Google в помощь. Я думаю, что стоит остановиться на том, ради чего и затеяно это видео. В еврейской традиции хельбе упоминается в очень древних источниках. Так как речь о чудо-продукте, прижившемся в Израиле посредством выходцев из Йемена, то остановимся на рецепте йеменском как раз. Зернышки хельбе замачивались ночью, сейчас сливается вода. Зернышки красиво разбухли, все перемещаются сейчас в стакан. А сейчас на радость соседям мы включаем еще или как? Да. Сделать? Давай. Итак, вот эта стенка общая с соседом, он бедный. Адская машина на самом деле делает такие звуки шикарные. Еще последний раз. Что такого? Что смеешься? Ничего такого смешного делаю. Всего лишь немножечко музыкальное сопровождение, Новый год. Ого, серьезная штука получилась. Сень, Да. скажи, какой вкус у этого? Не скажу, какой вкус. Вкус будет потом. Горький. Чуть-чуть. Вкус хельбе. Лук-порей отправляется сюда. Как-то нарезал. Адская машина его разобьет. Туда же чеснок. Как-то. И теперь самое главное, что есть, вот добро. Без кинзы никак. Нигде. Вместе со стеблями. Или стеблями.
Целый пучок. Вот еще чуть-чуть. Все. Сейчас будет хорошо. Радикально зеленый цвет. Забыл. Хотя на самом деле можно это, конечно, делать и не с этим, но ладно. Соль я добавлю сюда. Пусть размешиваете вместе с солью. Ложка соли чайная. Вот такая, без горочки. Ну, если что, потом попробуем добавим. Все, последний. Будем трудный самый. Все, я думаю, что процесс на этом закончен. Так, объединяем вот эту всю красоту. Ой, как это вот желтенькое, а это зелененькое. Ой, как красиво. Так, ну на самом деле у нас тут вот объединились две желеобразные массы. Вот это вот я чуть-чуть, жалко мне выкидывать. Чуть-чуть разбавлю водой, сполосну и все туда же отправлю. Потому как это еще разбухнет еще, потому что такое свойство у продукта. Жалко выкидывать, жалко. Мастер-бармен. Последний ингредиент, составляющий тайну верескового меда – лимончики, которые растут не у тети Сони на балкончике, а на моем балкончике, то есть в садике. Все. Больше ничего не надо. Пардон, срочно нельзя оставлять. Так. К ножикам надо относиться хорошо. Выдавливаем сок. Тяжелую эту работу. Так, я думаю, что ничего страшного не произойдет, если вот здесь вот скопилась еще немного какая-то мякоть лимона. Если это все пойдет туда тоже. А вот какие-то косточки, которые оттуда вышли, я их просто убираю. Все. Так, теперь вот это вот все идет туда. И вот теперь вот это туда же. Последняя проба. Пробую на соль. Будем смотреть, что-то, может, хватает, не хватает. Очень вкусно, между прочим. Надо еще взять вот этой ложечкой уже влез туда, на другую. А, большие люди вот большими ложками пробуют. Конечно, извращение. Есть хильбы вот так вот ложками. Ну, я думаю, что меня простят. Очень вкусно, ничего больше не нужно. Сейчас это все идет туда, куда надо. То есть вот хлеб, супчик. Переходим к следующему этапу. Все готово, все. Так. Едят хильбе так же, как и хумус или тхину. Макая или точнее собирая питой или йеменскими лепешками салюф, в нашем случае с куриным бульоном. Йеменский бульон варить не буду, хотя безусловно стоит внимания. Как и все, что относится к национальной кухне, то обязательно найдутся спецы, которые сразу обвинят в плагиате и сообщат, что мне, ашкеназу,
не понять секрет верескового меда, на самом деле то же самое относится и к хельве, да простят меня хранители секретов. Итак, приготовление. Очень аутентичный рецепт. Вот этого. 2 ложки с горкой хельбе, 2 стакана воды, лук-порей 100 грамм, 5-6 зубчиков чеснока, кинза, пучок, стручок зеленого перца, 1-2 лимона, то есть сок, чайная ложка соли, кто-то еще иногда добавляет кориандр, кардамон. Не вижу необходимости ни в чем, ни в том, ни в другом. Хельбе замачивается на ночь, можно 2-3 часа, сливается жидкость, все помещается в блендер, перемалывается, взбивается, перемещается в емкость, и вот все готово. Вот, пожалуйста, готово. Чудо. Да, стоит сказать, что есть рецепты, где добавляется острый перец. Вот красавчик такой вот, острый перчик. Я опускаю, так как не вижу необходимости. Обычно рядом с хельбе находится другое йеменское чудо – схук. Острая смесь, иногда их смешивают, я предпочитаю все по отдельности. Так комфортнее. Всегда есть возможность регулировать уровень остроты. Вообще мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, в общем, так как у нас есть хельбе, вполне можно ограничиться не йеменским бульоном, а с хавайджем, в состав которого иногда входит ахильбе тоже, а скорее более легким европейским вариантом, на котором меня растили мои ашкеназские бабушки. На иврите это очень красиво звучит. Оф мехубас. В переводе на русский прелесть испаряется. Постиранная, ну или выстиранная курица. Конечно, плюс мои личные небольшие доработки. Итак, несколько слов о бульоне. Кто не умеет готовить бульон? Хочу верить, что все. Поэтому не буду на нем слишком заострять внимание. Так, экскурс такой вот, очень коротко. Спинки, горлышки, кости, в общем, рожки до ножки. Все в холодную чистую воду и на огонь. Доводим до кипения, снимаем пену. После того, как пена перестает выделяться, морковь, лук, корешки какие-то, лук нашпигованный гвоздикой, черный английский перец, лавровый лист, имбирь, маленький огонь, через час-полтора соль, щепотку куркумы для цвета и чуть-чуть вкуса и запаха. А зачем? Очень просто на самом деле. Так как курочка у нас была, царствие небесное, здесь бройлерная, и на лужайке не паслась, поэтому вот чуть-чуть желтенького чего-то, куркумы самый раз. Можно, конечно, еще что-нибудь ароматного, но иногда вполне имеет место лаконичность. В общем-то, все на сегодня. На сегодня все. Желаю всем хорошего Нового года, чтобы все мы были здоровы и счастливы, чтобы наш шарик снова стал таким же уютным и маленьким, как до коронного безобразия, и чтобы мы все могли по нему передвигаться так же свободно, как 2 года назад. С Новым годом!